Привет, друзья! Сегодня в Германии тревожные сигналы из экономики и неожиданное заявление. Глава Бундесбанка Йоахим Нагель говорит прямо: чтобы сохранить уровень жизни, стране придется работать дольше. Пенсионный вопрос снова становится центральной темой, и это лишь начало. В Берлине задержан подозреваемый в подготовке опасного преступления, а министр внутренних дел отметил рост уровня угрозы безопасности. Тем временем эксперты прогнозируют волну увольнений на немецких предприятиях. Треть компаний планирует сокращение уже в следующем году. И новые подробности в деле об ограблении Лувра в Париже. А на другом конце Европы Арктика выходит в центр мировой торговли. Новые маршруты обещают изменить экономическую карту планеты. И, наконец, ОПЕК принимает неожиданное решение по добыче нефти, которое уже влияет на мировые рынки. Спасибо всем, кто поддерживает канал подпиской и делится с друзьями этим видео. Итак, глава Бундесбанка, Центрального банка Германии Йоахим Нагель заявил, что стране придется всерьез пересмотреть отношение к труду и возрасту выхода на пенсию. По его словам, Германия стремительно теряет конкурентоспособность, а экономика уже не выдерживает нагрузки стареющего общества. Нагель прямо сказал: если немцы хотят сохранить высокий уровень жизни, работать придется дольше. Он напомнил, что другие индустриальные страны от Соединенных Штатов Америки до Швеции уже адаптируют пенсионные системы под новые реалии. Германия же, по оценкам экспертов, рискует столкнуться с дефицитом кадров и падением производительности. Нагель призвал правительство не откладывать реформы и открыто говорить обществу о реальном состоянии экономики. По мнению главы Центрального банка, без увеличения продолжительности трудовой жизни и модернизации рынка труда Германия может потерять позицию одного из ведущих экономических центров Европы. Следующая новость одна из самых обсуждаемых в мире. Во Франции продолжается расследование дерзкого ограбления Лувра в Париже. Следователи сообщили первые официальные результаты. Задержаны первые 4 подозреваемых, которые оказались не профессиональные грабители международного уровня, а обычные мелкие преступники, ранее уже судимые за кражи. Об этом заявил прокурор Парижа Лор Берка. Преступление произошло, напомню, утром 19 октября. Из зала «Аполлон» были украдены ювелирные изделия из исторической королевской коллекции Франции. Предварительная оценка ущерба около 88 миллионов евро. Среди похищенных диадемы, броши и драгоценные украшения XIX века. По словам следствия, у полиции есть отпечаток пальцев, следы ДНК и данные с камер видеонаблюдения. Однако пока не найдено подтверждение, что за преступлением стоит крупная организованная группа. На данный момент версия такова: небольшая команда воров обычных смогла воспользоваться слабым местом в системе охраны. После ограбления французские власти начали проверку всех абсолютно процедур безопасности в Лувре и заявили о предстоящем усилении защиты музейных коллекций. Следующая новость связана с обеспокоенностью в Германии. Министр внутренних дел Германии Александр Домбрин предупредил о повышенном уровне угрозы безопасности в стране, комментируя задержание 22-летнего молодого человека в Берлине, которого обвиняют в подготовке опасного акта насилия. Домбрин подчеркнул, цитата: «Задержание показывает, что риск остается серьезным». По версии прокуратуры столицы, молодой человек, находившийся в Германии с 2023 года, распространял в интернете материалы, связанные с запрещенными радикальными группами, и обсуждал возможность насильственных действий. Точные детали места и времени задокументированы не были, однако факт возбуждения дела подтвержден. Заместитель председателя фракции партии Христианско-демократический союз Гюнтер Крингс отметил, что задержание еще раз подтверждает необходимость противодействия любым формам радикализации. Он добавил, цитата: «Лица, угрожающие безопасности, не должны получать право на пребывание в Германии». Это заявление приходится на фоне действий немецкой власти усилить меры по борьбе с радикализацией и экстремизмом. Домбрин призвал сохранять внимательность и ответственный подход к вопросам безопасности, подчеркнув, что любые потенциальные риски важно своевременно учитывать. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Арктическая морская трасса, известная как Северо-Восточный проход, может в ближайшие годы кардинально изменить структуру всей мировой торговли. Согласно анализу немецкого института исследований, благодаря глобальному потеплению и сокращению ледового покрова, новые маршруты через Арктику становятся практически
альтернативами Суэцкому каналу. Один из таких путей – это трансполярная морская трасса через центральную часть Арктического океана. В перспективе она может вывести остров Исландия на роль важнейшего логистического узла мировой экономики. По оценкам экспертов, внимание, уже сейчас северный маршрут позволяет сократить расстояние перевозок между Европой и Азией до 30%. Это означает снижение затрат на топливо и времени в пути, что делает Арктику привлекательнее для суходоходных компаний и стран торговых держав. Однако такие изменения несут и новые вызовы. Инфраструктура недоразвита, необходима модернизация самих портов и ледоколов, также остаются вопросы безопасности и экологии. Для Германии и Евросоюза открытие арктических маршрутов означает новые возможности и стратегические вызовы. Требуется участие в развитии транспортной сети, как я сказал, инвестиции в северные регионы и пересмотр логистических цепочек. В ближайшие десятилетия арктические пути могут стать не вспомогательными, а ведущими линиями мирового товарооборота. И это только начало. Новое исследование Института немецкой экономики показало, каждое третье предприятие в Германии, внимание, планирует сокращение рабочих мест в следующем году. В 2026 году увольнения намерены провести 36% компаний, в то время как только 18% планируют нанимать новых сотрудников. Наибольшее сокращение ожидается в производственном секторе. Здесь увольнения готовят 41% предприятий, тогда как новые рабочие места появятся лишь в каждой седьмой компании. Помимо этого, внимание, только 23% компаний планируют увеличить инвестиции в ближайшие 12 месяцев, а 33% намерены сократить свои вложения. Эксперт Михаэль Грёмлинг подчеркнул, что высокие налоги, рост расходов на энергию и бюрократия мешают развитию предприятий Германии. Региональные различия заметны. Компании на севере Германии и в Баварии более оптимистично оценивают перспективы, а на северо-востоке почти половина фирм ожидает снижения производства. Результаты опроса показывают, что экономика страны сталкивается с трудностями, работники могут столкнуться с увольнениями, а бизнесу потребуется адаптироваться к меняющейся ситуации. При этом поддержка со стороны властей станет важной для стабилизации рынка труда. А дальше еще интереснее. Организация стран экспортеров нефти, все вы знаете, ОПЕК, приняла решение повысить объемы добычи. По итогам последнего совещания участники объединились вокруг идеи, что в первом квартале следующего года будет объявлена пауза. Добыча останется на прежнем уровне, чтобы стабилизировать рынок. Решение мотивировано тем, что нефтяной рынок показывает признаки восстановления, цены растут, спрос постепенно увеличивается, а склады запасов наоборот сократились. Введение паузы в начале года должно предотвратить переизбыток предложения и не допустить обвала цен. ОПЕК и ее партнеры пришли к выводу, что стратегия умеренного увеличения добычи с контролируемыми шагами оптимальна. Это позволит адаптировать рынок к изменению спроса и сохранить баланс между интересами стран-производителей и покупателями. Для самих стран-экспортеров это маневр предосторожности, дать рынку подышать, но не потерять позицию. А для импортеров и потребителей это сигнал, что резкие колебания цен в ближайшее время можно не ждать. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.